Вот он, будущий топ с золотым сочетанием цены и производительности. iQOO Z9 Turbo. Новинка получила шикарную плоскую AMOLED-матрицу, новейший производительный процессор Snapdragon 8S Gen 3, камеру с оптической стабилизацией, огромный аккумулятор на 6000 мАч и все это за 25 тысяч рублей. Всех приветствую, друзья, вы на канале FaneShop, полезно и не очень. Vivo продолжает нас радовать, выпуская отличные девайсы за приятный ценник. На днях в Поднебесной ее дочерняя компания iQOO официально представила свой новейший заряженный топ iQOO Z9 Turbo. Компания придерживается золотых принципов: больше за меньшие деньги. Вот и наш сегодняшний герой не исключение. Он может похвастаться топовыми характеристиками за очень приятный прайс. Давайте же знакомиться с ним. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. Дизайн новинки очень напоминает старшего брата Vivo iQOO 12. Материалы корпуса поликарбонат, металл плюс стекло. Вся тыльная панель прикрыта довольно практичным пластиком, на котором совершенно не остаются отпечатки пальцев. Рамка смартфона металлическая, а лицевая сторона защищена прочным закаленным стеклом. Габариты следующие: 163,7 мм в высоту, 75,8 мм в ширину, при толщине всего в 7,9 мм. И это при том, что аккумулятор у нас на 6000 мАч. Весит наш герой 194 грамма. iQOO Z9 Turbo получил быструю AMOLED-матрицу на 6,78 дюймов, разрешением 1,5К, 2800 на 1260 пикселей, с повышенной частотой кадров до 144 Гц. Матрица плоская, соотношение экрана к корпусу составило 93,4%. Она получила высокую пиковую яркость в 4500 нит. Она работает в определенных сценариях и в HDR контенте. Стандартная максимальная яркость 1200 нит, а в ручном управлении она ограничена в 600 кандел на метр квадратный. При этом частота регулировки шума внушительные 3800 Гц, а это значит, что ваши глаза будут в абсолютной безопасности, и неважно, сколько времени вы будете проводить за экраном. Плотность пикселей 453 ppi, матрица с яркими сочными оттенками и высоким 100% цветовым охватом DCI-P3. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал, там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Сердцем новинки выступает очень удачная новейшая платформа Snapdragon 8S Gen 3 от Qualcomm. Это слегка урезанная версия топового флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3, которая выполнена по 4-нанометровому техпроцессу и состоит из одного суперядра Cortex X4 с частотой 3000 МГц, 4 производительных ядер Cortex A720 с частотой 2800 МГц и 3 энергоэффективных ядер Cortex A520, работающих на частоте 2000 МГц. За охлаждение аппарата отвечает мощная система охлаждения с испарительной камерой площадью 6043 квадратных миллиметров, которая была увеличена на 200% по сравнению с предшествующим поколением. За счет этого смартфон практически не подвержен тротлингу, что позитивно сказывается в тяжелых графических приложениях и играх. За графику отвечает ускоритель Adreno 735, работающий на внушительной частоте в 1100 МГц, в связке с 12 либо 16 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR5X. Она у нас 4-канальная и работает на частоте 4266 МГц. Постоянной памяти у нас до 512 гигабайт, не менее шустрой формата UFS 4.0. И это в смартфоне за $270. Все это великолепие выбивает почти 1 765 000 баллов в бенчмарке Antutu 10. И это действительно впечатляет, так как год назад такими показателями могли похвастаться только флагманы. В iQOO Z9 Turbo установлен первый в мире графический сопроцессор собственной разработки PX8588, который берет на себя часть нагрузки с GPU, тем самым повышая среднюю частоту кадров в играх и снижая энергопотребление. Реализовано и грамотное планирование ИИ, благодаря которому смартфон способен держать стабильную частоту кадров даже в самых тяжелых приложениях. А в режиме Dual Core Universal аппарат способен дорисовывать недостающие кадры для плавного и комфортного игрового процесса. Производитель заявляет, что он оптимизировал большинство игр под частоту в 120 FPS, что очень даже впечатляет,
Также смартфон поддерживает модную нынче трассировку лучей в реальном времени. Аппарат выдает лучшую частоту кадров среди всех турбированных смартфонов на рынке, оставаясь при этом далеко не самым горячим по температуре корпуса. Не обделен наш сегодняшний герой и довольно достойной камерой. Основной блок состоит из двух сенсоров и вспышки. Главный датчик от Sony, новейший LEED 600 на 50 мегапикселей с оптической и электронной стабилизацией изображения, а также апертура f1.8. Второй сенсор 8-мегапиксельный сверхширик с углом обзора в 120 градусов и апертура f2.4. Камера поддерживает прокачанные алгоритмы ночной съемки и отлично себя показывает при недостатке света. Она способна писать видео до 4К при 60 кадров в секунду. Селфи-камера на 16 мегапикселей с цифровой стабилизацией и апертура f2.4. Может записывать видео в Full HD при 30 кадров в секунду. Переходим к еще одной несомненно сильной стороне данного девайса. Это его автономность. В сочетании с энергоэффективным процессором, алгоритмами ИИ и огромной батареей на 6000 мАч смартфон прекрасно себя показывает в активной работе. Он комплектуется блоком питания на 80 Вт, который способен зарядить смартфон за полчаса на 74%, а полный цикл с 0 до 100% занимает около 45 минут. Аппарат получил защиту по стандарту IP64 и не боится влаги и пыли, а также устойчив к мелким повреждениям. Хочу отметить и отличный виброотклик с инновационным режимом 4D Game Vibration, благодаря которому экспириенс от смартфона переходит на совершенно другой уровень, погружая игрока в мир невероятно новых ощущений. Особенно это заметно в играх, но в обычном режиме при наборе текста ощущаешь приятное постукивание. Не забыли и о стереодинамиках с довольно громким звучанием. На борту также быстрый подэкранный сканер отпечатка пальца, поддержка Wi-Fi 6E, модули VoLTE, Bluetooth 5.4, инфракрасный порт и NFC модуль. Ну и куда же без поддержки новомодных трендовых фишек искусственного интеллекта с полным набором функций, таких как перевод текста на разные языки, генерация уникальных статей, дорисовка либо удаление разных объектов на фотографиях и других. Работает смартфон на базе Android 14 под управлением быстрой фирменной оболочки Origin OS 4.0 из коробки. Напомню, она поддерживает русский язык. В продаже новинки поступят в начале мая в трех цветовых палитрах: черной, белой и зеленой. Цены начинаются от $270 за базовую версию на 12 256 гигабайт. За версию на 16 256 гигабайт просят $315, 12 512 $330 и максимально заряженная версия на 16 512 гигабайт обойдется в $360. Уже сейчас можно заказать его на AliExpress по рекомендованной цене. Ну как вам, друзья, турбированный монстр? На кого вы поставите? Realme, Redmi, OnePlus, либо наш сегодняшний герой? Кто же победит в этом бешеном заезде? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!